23-й год очень важный год для русского искусства, особенно для русской музыки. Это год юбилейный. 150 лет назад родились два великих русских музыканта. Сергей Рахманинов, пианист и композитор, и певец-бас Федор Шаляпин. Они, конечно, знали друг друга, они работали вместе, но самое главное, они дружили всю свою жизнь. И это удивительно, потому что они были абсолютно разными людьми во всех отношениях. У них было разное происхождение, разное образование, разный темперамент, разный характер. И вместе с тем они любили друг друга. А Федор Шаляпин невероятно уважал своего именитого друга, слушал его советов, потому что Рахманинов был очень образованный и очень культурный. А Рахманинов друзьям признавался: я влюблен в Федю как институтка. Он тоже получал от Федора заряд творческой энергии и стимул к созданию музыки. Я хочу остановиться на небольшом, но очень важном эпизоде в жизни Федора Шаляпина, который произошел в том месте, где я провожу обычно лето. А провожу я летние месяцы на даче в районе города Сергиев Посад. Неожиданно для себя я узнала, что в деревне, мимо которой я проезжаю, произошло невероятно важное событие. Оказывается, в деревне Гагино венчался Федор Иванович Шаляпин, и его женой стала итальянская молодая балерина, которую звали Иола Торнаги. В Путятино жили Рахманинов и Шаляпин летом 1898 года. Надо сказать, что они здесь, конечно, отдыхали, но они и работали. Шаляпин в это время готовил свою роль в опере Мусоргского «Борис Годунов». Опера Мусоргского была написана на сюжет поэмы Пушкина «Борис Годунов». Вместе с Рахманиновым, который ему помогал, Шаляпин занимался здесь подготовкой роли царя Бориса. Потом эта роль станет, как мы говорим, его коронной ролью. Он прославится необыкновенно именно в этой роли царя Бориса. Шаляпин должен был вжиться в эту роль и понять, что такое эпоха, что такое характер царя Бориса. Очень любопытно такое случайное совпадение в соседней деревне. Здесь жил очень известный русский ученый-историк. Его фамилия Ключевский, историк Ключевского тоже все знают, даже сегодняшние историки. И вот они здесь гуляли по дорожкам этой деревни и в лесу, и в полях, и, по воспоминаниям Шаляпина, встречали такого маленького старичка в очках. Им оказался Ключевский, и он помогал Шаляпину понять эту эпоху и понять все интриги при дворе царя Бориса Годунова. Шестой год я царствую спокойно, но счастье лет моей измученной душе. Вот в эту церковь, в деревню Гагино, привез на лошадях свою невесту Федор Иванович Шаляпин 27 июля 1898 года. Если вы думаете, что эта церковь так прекрасно сохранилась с того самого времени, то вы сильно ошибаетесь. Здесь недавно была реставрация. И реставрация очень хорошая, вы видите, все выглядит совершенно замечательно. Но когда я сюда приехала первый раз, когда я только узнала, что в деревне Гагино венчался Шаляпин, здесь были одни руины.
одни руины, это выглядело совершенно ужасно. И вот в конце 90-х годов уже 20 века, после перестройки, были выделены деньги, и, как вы видите, здесь сделали прекрасную реставрацию. Приехали они сюда мокрые совершенно, потому что по дороге попали под дождь, и священник венчал их, они были совершенно в мокром платье. Но мокрые и довольные отправились обратно в Путятино, где уже отмечали свою свадьбу, где было шампанское, вино, игры, шутки, и где поутру Рахманинов разбудил молодых игрой своего оркестра. Они играли на кастрюльках, сковородках, печных заслонках. Был страшный шум, как вспоминал потом Федор Иванович Шаляпин. Они были молодые, счастливые, веселые, здоровые. Не одно лето провел Рахманинов и Шаляпин в деревне, вот в этих самых местах, на отдыхе и в работе, конечно. Шаляпин потом вспоминал разговор со своим другом, художником Коровиным. «Ты помнишь, Костя, ты говорил мне, что это рай?» Это и правда был рай. Гори, моя звезда, звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой. Этот рай они потеряли, когда произошла революция, и Рахманинов и Шаляпин вынужденно эмигрировали навсегда. Они больше не вернулись никогда в Россию. Но ностальгию и горечь утраты могли пережить, как мне кажется, вот эти самые воспоминания о счастливых, беззаботных, веселых мгновениях жизни, которые они провели здесь, вот в этих местах, летом на русской природе и в русской деревне. И Шаляпин, и Рахманинов, они были проникнуты духом русской музыки, духом русского искусства и, конечно, той красотой русской природы, которую они здесь видели. И признаюсь, что когда я слушаю музыку Рахманинова, особенно его второй концерт для фортепиано с оркестром, а это самое популярное его произведение, его везде исполняют, я всегда вспоминаю как раз вот эту безбрежность и бесконечность русского пейзажа.